Всем привет! Вы на канале Diva Bags. И в этом видео я расскажу, как связать вот такую вот сумочку-конверт. Если вас пригласили на вечеринку и вам срочно нужна новая сумочка, это отличный вариант. Причем вяжется она довольно просто и быстро. И если у вас есть хотя бы базовые знания по вязанию крючком, вы свяжете такую модель буквально за вечер. Размер сумочки 23 на 17,5 на 6,5. Как видите, при небольших своих размерах она довольно вместительная. Итак, какие материалы нам необходимы? Я буду вязать из полиэфирного шнура. Это шнур 5 мм, круглый в сечении, внутри у него сердечник. Производитель именно этого шнура Knitcord. Если не знаете, где заказать, оставлю ссылочку в инфобоксе и там же пропишу промокод на скидку 5%. Почему именно этот шнур я выбираю? Потому что из-за наличия сердечника вязаное изделие получается очень плотное и хорошо держит форму. И как раз это нам и нужно в конкретной модели сумочки. Плюс ко всему, он очень неприхотлив в уходе. Если вы поставили пятно на своей готовой сумочке, вам необходимо просто местно застирать эту область мыльным раствором и высушить, причем сохнет он очень быстро. Что касается расхода, у меня это не новый моток, поэтому разделен на две части. Всего необходимо порядка 115-120 метров вот такого полиэфирного шнура. Если вы вяжете из трикотажной пряжи данную модель, имейте в виду, что у вас расход немного увеличится. Из-за того, что толщина здесь 5 мм у шнура, а у трикотажной пряжи больше. И также размеры чуть-чуть увеличатся у готового изделия. Также нам понадобятся крючки. Основной крючок это шестерка и несколько меньших крючков. У меня это 5 и 4. Иголочка для трикотажной пряжи с широким ушком, ножницы и для хвостиков зажигалка. После того, как будет готова вязаная часть сумочки, нам нужно будет установить портфельный замок. Я выбрала вот такой зажимной замочек, но также можно использовать и замочек на винтах. Это уже как вам больше нравится. Единственное, на что я хотела обратить ваше внимание, что вот эта крепежная часть, верхняя, не должна быть маленькой, так как при моделировании формы клапана у данной модели сумочки я ориентировалась именно на вот эту ширину крепления, которая у меня составляет примерно 5 сантиметров. Поэтому я не советую выбирать замочки с меньшей шириной крепежной верхней части. Например, вот такие или вот такие. У них крепежная часть составляет 3 сантиметра примерно. Просто потому, что это будет смотреться не очень красиво в готовом изделии. Теперь приступаем к вязанию. Вязание начинаем с основного полотна сумки. Оставляем небольшой хвостик и делаем первый узелок. Теперь провязываем 57 воздушных петель. Стараемся их провязывать плотно. Вот такая косичка получилась. 57 воздушных петель плюс первый узелок. Теперь покажу, как вяжется узор. Находим вторую косичку от крючка, вставляем крючок под верхнюю дужку косички, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Еще раз. Вставляем под верхнюю дужку, подхватываем рабочую нить, протягиваем через петлю на крючке. Вот таким образом доходим до конца ряда. Обращайте внимание на натяжение.
у вас должны быть косички одного размера. И также задние перемычки также с одним натяжением, чтобы не было, что одна перетянутая, а другая свободная. Тогда будет узор красиво смотреться. Самостоятельно доходим до конца ряда. В конце первого ряда точно так же провязываем узелок и переворачиваем вязание. Видим, что у нас косичка располагается таким образом, что одна дужка как бы ниже, а вторая выше. Так вот, вязать мы будем за верхнюю дужку косички. Находим первую косичку от крючка, вставляем крючок под верхнюю дужку косички. Первая петля всегда тугая будет в ряду. Вот таким образом вставляем крючок, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Дальше все то же самое. Под верхнюю дужку косички вставили крючок, подхватили рабочую нить, провязали. И так до конца ряда. В конце ряда у нас будет прибавление. До конца ряда вяжем самостоятельно. Довязываем второй ряд до конца. У меня осталось 2 косички до конца. Одна и вторая. Провязали. Можете пересчитать. У вас должно быть 57 косичек. Теперь набираем воздушную петлю в качестве прибавки и переворачиваем вязание. Теперь начинаем провязывать вот с этой воздушной петли, то есть также с первой петли от крючка. Заводим крючок под верхнюю дужку, подхватываем рабочую нить и протягиваем. Здесь всегда туго. Теперь вяжем точно так же за вот эту верхнюю дужку косички следующий третий ряд до конца. Я довязала этот ряд до конца. И теперь переворачиваю вязание и начинаю вязать следующий ряд. Объясню почему. Вот этот край у нас всегда будет прямым, без прибавок и убавок. Сумочка будет формироваться вот таким образом. Здесь этот край будет фигурным. Сначала он у нас будет увеличиваться, затем несколько рядов постоянной длины и затем уменьшаться. Клапан открывается, и вот эта часть сумочки у нас прямая. То есть вот этот край никогда не будет ни увеличиваться, ни уменьшаться. Теперь разворачиваем вязание и начинаем точно так же с первой косички от крючка. Под дужку вставляем крючок и провязываем. Точно так же доходим до конца ряда. Я довязала ряд до конца, и теперь мне снова нужно сделать прибавку на клапане. Я опять набираю воздушную петлю и переворачиваю вязание. Начинаю вязать точно так же с первой петли от крючка. Таким образом, нам нужно будет 7 раз прибавить воздушную петлю на клапане. То есть на клапане мы будем прибавлять по одной воздушной петле, когда будем разворачиваться. А вот с этой стороны мы доходим до конца ряда и просто разворачиваем вязание, не прибавляя петли. Таким образом, нам нужно будет сделать 7 прибавок. 2 прибавки мы только что сделали, осталось еще 5. Провязываем самостоятельно. Как себя проверить, все ли вы делаете правильно?
Вот я сейчас провязала третью прибавку. 1, 2 и 3. Вот эту воздушную петлю провязала. И теперь разворачиваюсь в направлении от клапана. Если у нас изначально было 57 косичек, то, прибавив 3 воздушные петли, у меня должно получиться 60 косичек. Вот эти косички и нужно пересчитать. Если количество совпадает, то вы все делаете верно. Если нет, то вернитесь и пересчитайте, посмотрите, где вы сделали ошибку. Итак, я провязала 7 прибавлений, то есть прибавила 7 воздушных петель. И теперь на месте 8-го прибавления уже воздушную петлю провязывать не буду. Просто дойду до конца ряда, развернусь и пойду в обратном направлении. Таких разворотов на клапане должно быть 5 штук. Вот это первый разворот и еще 4. Провязываем. Разворачиваемся. И точно так же вяжем до конца ряда. Чтобы себя проверить, опять же, пересчитайте вот эти косички. Довязав до конца ряда, у вас должно получиться 64 косички, так как изначально мы набирали 57 косичек воздушных петель и плюс вот эти 7 воздушных петель на прибавках. Получается 64. То есть в дальнейших рядах у вас должно быть 64 косички. Провязываем самостоятельно. Я остановилась на 6-м развороте. Вот у меня прибавки 7 штук. Вот 1, 2, 3, 4, 5 разворотов без прибавок с постоянным количеством косичек в 64 штуки. И теперь, подходя к развороту, нам необходимо в 6-м развороте убавить количество косичек на 1. То есть в ряду их станет 63. Каким образом это делается? Вот когда мы подходим к развороту, мы не провязываем последнюю косичку. Подошли, одну не провязываем и также, как обычно, разворачиваем вязание и начинаем вязать с первой косички от крючка. Все то же самое. Точно так же до конца ряда. Таким образом формируется убавка на одну косичку. После провязывания этого ряда пересчитайте свои косички, получится 63 в этом ряду. Точно так же мы будем делать остальные убавления. Сколько их будет? 7 штук, так же как здесь. Здесь мы прибавляли 7 штук, здесь мы будем убавлять 7 штук. Пока количество косичек не станет равным исходному 57 косичек. Провязываем самостоятельно. Итак, я провязала 7 убавок, у меня получился вот такой край. И в последнем ряду 57 косичек, точно так же, как и в первом ряду. Вот эту сторону полотна я изначально принимала за лицевую, и все расчеты производила по этой лицевой стороне. Все развороты, все убавки, прибавки. Как ее узнать? Здесь цепочка из воздушных петель вместе с первым рядом формирует вот такую кромочную косичку. С обратной стороны нет косички, здесь задние перемычки. Точно такая же косичка у нас сформировалась по второму краю. Поэтому сумочка в собранном виде будет выглядеть вот так. И по краям у нее с двух сторон будут кромочные косички. Теперь необходимо обрезать рабочую нить и отпарить готовое полотно. Я спрятала хвостики, проложила их внутри вязания с изнанки и теперь перехожу к вязанию боковых частей.
в том месте, где мы закончили вязание основной части, с изнаночной стороны находим вот такие задние перемычки, которые расположены сразу за кромочной косичкой. И за них будем провязывать боковые части. Если они слишком плотно у вас прилегают к основному полотну, я советую взять крючок меньшего размера и вот так немного увеличить это отверстие. Итак, берем шнур, оставляем небольшой хвостик и, начиная вот с этой первой задней перемычки, провязываем 45 косичек. Вот таким образом. Точно так же, как мы провязывали основной узор, но теперь мы подхватываем не за дужку косички, а за заднюю перемычку. Вот так. Провязываем самостоятельно 45 косичек. После того, как мы провязали 45 косичек, разворачиваем вязание и провязываем 19 косичек в обратном направлении. Точно так же, начиная от первой косички от крючка за верхнюю дужку косички. Затем нам необходимо сформировать скругление, поэтому 20-ю косичку мы пропускаем, провязываем 21-ю, 22-ю пропускаем, провязываем 23-ю, 24-ю пропускаем, провязываем 25-ю. И 26-ю пропускаем, провязываем 27-ю. У нас получилось, мы пропустили 4 косички. И теперь довязываем еще 18 косичек до конца второго ряда. Итак, довязали второй ряд до конца. Теперь переходим к третьему ряду. Разворачиваем вязание и провязываем 17 косичек. Пропускаем 18-ю, провязываем 19-ю. Пропускаем 20-ю, провязываем 21-ю. Пропускаем 22-ю, провязываем 23-ю. И пропускаем 24-ю, провязываем 25-ю. Опять скругление прошли. Теперь довязываем еще 16 косичек. После провязывания третьего ряда необходимо обрезать нить, оставив хвостик длиной около метра, и вытянуть хвостик. Вот так. Теперь необходимо сшить вот эти две половинки, боковины, между собой. Сшивать можно двумя способами: косичкой наружу, либо косичкой внутрь. Для сшивания использовать лучше крючок меньшего размера, у меня это 5.
Мне нравится больше, как получается шов косичкой вовнутрь. Для этого необходимо в первую косичку под первую дужку с изнаночной стороны вставить крючок. И с другой стороны точно так же под дужку третьего ряда косички вставить крючок, подхватить хвостик и вывести его на изнаночную сторону. Вот так. Теперь в следующую косичку, вот в эту, вставить крючок. С другой стороны точно так же подхватить рабочую нить и провести через все петли на крючке. Далее точно так же следующую дужку с одной стороны, следующую дужку с другой стороны. Подхватываем рабочую нить и выводим, проводя через все петли на крючке. Таким образом, с обратной стороны у нас получается шов вот такая косичка. Шов косичкой наружу производится по такому же принципу. Только здесь разница в том, что крючок мы вставляем не снизу вверх в дужку косички, а сверху вниз. Вот таким образом. В первую дужку с одной стороны, в первую дужку с другой стороны. Подхватываем хвостик и пропускаем через все петли на крючке. В следующую, во вторую дужку с одной стороны, во вторую дужку с другой стороны. Подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке. Вот по такому принципу формируется косичка на лицевой стороне, наружу. Мне больше нравится способ сшивания, когда косичка находится внутри, потому что если косичка наружу, вот эта боковая часть стремится выгнуться наружу. А мне хочется добиться жесткости боковой части, либо пусть она уходит вовнутрь даже немного. Потому что сумка-конверт предполагает жесткую форму. И будет некрасиво, когда вот эти вот боковины вот так сминаются. Вот такая боковая сторона у меня получилась у сумочки. Здесь практически незаметно шов. С обратной стороны он выглядит вот так. Если вы все сделали верно, то в конце у вас осталась одна незадействованная дужка косички, потому что в третьем ряду у нас нечетное количество косичек. Проверьте себя. Теперь необходимо самостоятельно связать вторую боковую часть. Но обращаю ваше внимание, что начинать вязание вы будете вот отсюда, а не отсюда, как в прошлый раз. Поэтому для того, чтобы в первом ряду получить 45 косичек, необходимо отмерить от начала 46 перемычек, вот этих задних перемычек. Потому что первая перемычка у нас не образует косичку, а является просто закрепкой. Я связала вторую боковую часть и установила портфельный замок. Кстати, на моем канале много новичков по вязанию, поэтому именно для них я сняла отдельное подробное видео, как установить портфельный замок на вязаное полотно. Обязательно посмотрите это видео. В правом верхнем углу подсказка. Сумочку я планирую носить как клатч, то есть либо в руках, либо под мышкой. Но если вы хотите дополнить ее цепочкой или ремешком, то вот здесь на боковых сторонах пришейте вот такие полукольца для крепления цепочки или ремешка. А также еще вариант, можно взять вот такие разъемные кольца и поставить их на клапан. За них уже цеплять ремешок или продеть цепочку. Также можно сумочку дополнить подкладкой. Я очень люблю, когда в сумочках есть подкладка, поэтому, наверное, так и сделаю. Девочки, большая просьба к тем, кто будет вязать эту сумочку из трикотажной пряжи. В комментариях, пожалуйста, оставьте свой расход пряжи и размеры готового изделия.
Буду вам очень признательна. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Приятного вязания!